Долгий и многострадальный путь пережил сценарий этого фильма. Начиная с 2010 года прошел через целый производственный ад. Сначала в 2010 году Зак Эфрон собирался продюсировать этот фильм и занять центровую роль в сюжете. В 2011 его даже утвердили на роль, но потом все сошло на нет. Спустя 7 лет в 2017 объявили, что фильму выйти в главной роли будут сниматься Джош Хатчерсон и Кая Скоделарио. Спустя 2 года уже в который раз объявили других актеров на главную роль, и это стало окончательным решением. Утвердили на роль миловидную с красивыми огромными голубыми глазами Александру Дадарио. Кстати, у предыдущей актрисы Скоделарио тоже большие красивые глаза, и они даже чем-то похожи, видимо, подбирали по типажу. Также в фильме приняли участие Диего Бонетта, Джастин Четвин и Трэвис Фиммел. В русской локализации кино назвали «Страсть, любовь и стволы», хотя в оригинале у него название «Умереть в перестрелке». Эта фраза даже единожды звучит из уст главного героя, когда его спрашивают, как бы он хотел умереть, и тот отвечает: «Я хотел бы умереть в перестрелке». Но мне кажется, что в данном случае более выигрышным и удачным звучит русское название. Фильм начинается с 2-минутной 2D анимации, где вводят в курс дела касательно главного героя по имени Бен. Он молодой бунтарь, и все, что он любит делать, так это драться, точнее нарываться на драку и хорошенечко получать по шее. Но все меняется, когда он влюбляется, и любовь вдохновляет, меняет и окрыляет. Но также любовь быстро упорхнула из его жизни, как появилась. Честно говоря, очень жаль, что события влюбленных вот так вот быстренько показали, вместо того, чтобы, например, раскрыть историю их знакомства, что послужило причиной их расставания. По ходу повествования создатели не стали злоупотреблять вставками 2D анимации. После вступительной сцены этот прием использовали вроде еще раз и все, что я считаю огромным плюсом. Также во время диалогов персонажи иногда говорили что-то в рифму или отвечали в рифму, от чего мне немного становилось не по себе. Я стремался, потому что мне казалось, что вот-вот там, я не знаю, пойдут песни и танцы. Я не ознакомился с жанром перед просмотром и боялся, что это мюзикл, потому что, я просто не терплю мюзиклы, я не могу их смотреть, не знаю. Даже с таким великолепным и гениальным актером, как Дэниэль Дэ-Льюис, я не смог посмотреть мюзикл под названием «9». Это абсолютно не мой жанр, мимо меня. Что, опять же, с моей стороны, я считаю огромным плюсом. Это фильм не в жанре мюзикл. Также бывают моменты, тут уже касается более главных влюбленных героев, да, что они одновременно заканчивают предложение либо друг за другом. Похоже, у нас много общего. Мы заканчиваем друг за друга Ужин. фразы. Знаете, влюбленные на одной волне, одинаково думают, знают друг друга, как облупленных, одна душа в двух телах. Честно говоря, я не совсем понял вот эти вот приколы со вставками имен персонажей в стиле Гая Ричи, но без пересказа биографии за кадровым голосом, что вообще как бы ни на что не влияет, и все персонажи и так обращаются друг к другу по имени, мы бы без этих надписей это все узнали. Возможно, это было сделано с целью добавить динамичности фильму. Мне кажется, что фильм больше подойдет девушкам и парочкам, так как тут романтика, любовь, парень влюбился в девушку, с которой не может быть вместе, так как она дочь заклятого врага отца парня. Фильм рейтинга 18+, это выражается в виде распития алкоголя, брызгов крови, драк, насилия, перестрелок и убийств. Хоть я столько всего и перечислил, но в самом фильме от названия больше, конечно, первых 2 слов, то есть страсти и любви, а эти экшн-сцены, по всей видимости, добавили, чтобы, если это смотрит парочка, то и парням было бы не скучно. Только от романтики и нежности, например. Не показывали никаких наркотиков или их употребления, а также сцен сексуального характера толком нет. Они показаны очень быстро, тут больше всякие поцелуи, валяшки, обнимашки, трения носами и так далее. Если вам по описанию подходит, если вам нравится история Ромео и Джульетты на современный лад, немного трансформированы, конечно, и подобное кино, то смело смотрите «Страсть, любовь и стволы». А на этом все. До скорой встречи. Пока.